Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Давайте с вами узнаем, какие события совсем скоро произойдут, какие перемены идут на ваш порог, о чем вы сейчас пока не догадываетесь, а это уже спешит на ваш порог или где-то совсем близко. И у нас планетарные транзиты, как и ретро-Плутон, который в вашем знаке зодиака, и он будет у нас до середины октября. Но это может быть та история, вот именно в течение лета, как какой-то вопрос, который вы пытались решить, может быть, в течение весны, или он сформировался, или на начало лета еще имеет место. А здесь вот в течение лета что-то разберется. Ну, давайте с вами узнаем. Множество транзитов. Тут у нас еще и будет петля Меркурия. Что-то может становиться вдвойне, как бы на паузу. Но это в конечном итоге все ведет к тому, чтобы мы с чем-то однозначно, а может быть и окончательно, как разобрались, да? Итак, что нам расскажут и покажут карты пасьянса? Что для водолеев до конца лета? Денежки, мои дорогие. Или тема финансов – это задача номер раз. Но больше, когда выпадают, да, деньги – это когда все-таки мы получаем, да, вот конкретно деньги, сумма в наших руках. Что еще? Не вижу пока совпадений. Давайте продолжим. Вот интересно. Может быть, смотрите, мечи. Мечи – это тревога. Это внутреннее такое состояние настороженности где-то, да, получится, не получится решить какой-то вопрос. А вот я не увидела, но напомню сразу. В нашем пасьянсе мы можем по горизонтали и по вертикали в крайних рядах складывать карты. А тут вам как по судьбе решать какую-то денежную тему. И деньги-то ведь будут. Но, может быть, это изменит ваше отношение вообще к деньгам. Может быть, какая-то сложится такая обстановка, когда вам придется просчитывать на последующий период. Но в конечном итоге, вот если так более скрупулезно к деньгам относиться, вы как строите свое благополучие, мои дорогие, как свой якорь. И я не вижу тут каких-то турбулентностей, будем говорить, да, или закрытых путей. Или я не вижу того, чтобы вам что-то препятствовало. Ну, к примеру, обычно предупреждаю, когда змея выпадает в разных плоскостях, совпадения эти. Или когда у нас выпадает маска. Нет, вам никто не мешает. Но вот, видимо, очень такая, знаете, высокая степень вашей целеустремленности. Она будет проигрываться летом. И это все где-то материализм. Вам тут как сама судьба помогает решить, может быть, финансовый вопрос. Ну и финансы тут это может быть у нас и работа. У кого-то могут быть вопросы, связанные, ну да, допускаю переезд или где вы находитесь, место жительства, такое тоже может быть. Но это в конечном итоге формирует у вас вот этот якорь или фундамент. Вы с чем-то определяетесь, мои дорогие. Вот и правда, я не вижу больше совпадений. Так вот, очень четко нам прорисовали карты. Деньги, уверенность и вот как будто по судьбе. Значит, вы сами будете чувствовать, что как что-то идет в руки. И пусть это что-то, мы еще не знаем, сейчас будем узнавать, оно, ну, так вибрирует в нескольких вариантах или заставляет вас что-то переиграть, пересмотреть. Я этого не исключаю. Но тогда это все для вас как благополучию. Ладно. Итак, до конца лета. Что нового придет, Водолей, в вашу жизнь? Достанем карту. И важное событие в вашей жизни, то, что вы не сможете от него отмахнуться, игнорировать или не оставит вас равнодушным. С чем, с кем это связано? Ну и что, соответственно, прояснится, в какой сфере жизни? Следующее, что или кто появится неожиданно, но вот то, что будет с элементом внезапности, а возможно и стремительности. Что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь в течение лета? Достанем карту «Совет» и одновременно зададим вопрос, к чему приготовиться. Итак, что же там нового стремится в вашу жизнь? Вот удивительно. Проделав очень много, сделав, точнее, раскладов для разных знаков зодиака,
многих выпадает именно эта карта, уже тысячи раз перемешала эту колоду. Именно вот эта карта ключ. А к ней еще очень часто выпадает развилка. Вот интересно, посмотрим. Вот, видимо, каждому из нас предстоит делать какой-то выбор. Ключи в ваших руках. Опять же, препятствий нет. Но какой-то очень важный выбор. И ведь это может касаться личной жизни, потому что Чаромаркетти нам изобразил розу в клетке, да. Может быть, это какие-то ваши взаимоотношения. Может быть, скорее всего, не совсем все просто, иначе бы роза не находилась в этой клетке. Дверца, кстати, открыта. Но выбор именно в том, в какую сторону мы повернем ключ. Откроем или закроем. И стало быть, это не совсем новая история, а это то, что вам знакомо. Но выбор – это будет элемент новизны, когда это нельзя отложить на потом. Вы можете узнать какую-то тайну, вы можете узнать что-то такое о человеке, что вы где-то не предполагали, а может быть, это вообще никак не умещалось в ваше сознание. Вы можете узнать, кстати, или для кого-то буквально в поездке у вас может состояться какая-то такая ситуация, которая от вас потребует вот или выбор делать, или, может быть, планируемая даже, да, поездка, когда вы тут сами можете что-то изменить, перенести сроки. Или когда будут меняться графики маршрутов, может быть, самих. Собирались в одно место, поедете в другое. Будете переносить даты, именно потому что здесь есть какие-то внезапные либо препятствия, либо, иногда это все-таки по змее, как противодействие или обстоятельства. Но в конечном итоге, вот смотрите, вот он якорь, два якоря у вас уже совпало. Я больше вижу в том, что, знаете, это как выбор без выбора. Что это я имею в виду? Когда есть конкретное лицо, все-таки я вижу конкретного человека, чудес вы от него не ждете. Может быть, вы даже допускаете, что какой-то подвох может быть в любую минуту. Но тогда это для вас все равно сильная позиция, потому что если ты предупрежден, стало быть, ты уже и вооружен. Но вот как-то так сложится, ведь иногда это карта перемен. Вот что-то будет меняться, когда это либо внешние события, либо планы конкретного человека. И есть определенная траектория, когда она совпадает в планах человека и в планах ваших. Да, ваша сильная позиция будет в том, что это вы, словно, где-то так затаитесь, будете наблюдать, не будете быстро делать выводов или давать обещания, потому что это в конечном итоге будет для вас, возможно, какое-то правильное взаимодействие, может быть, более мудрое, более хитрое, кто знает, но это будет якорь для вас. Может быть, так и обстоятельства сложатся именно вокруг вас, когда, хотим мы или не хотим, мы что-то должны принимать. Но ведь посмотрите, вот, видимо, такие настороженные энергии в вашу жизнь несут не только, как стабильность или какое-то понимание, более прочную позицию, но и сам буквально праздник. Что-то вам будет приятно. Так что же это нового? А вот что-то вы стабилизируете, мои дорогие водолеи. Может быть, это финансы. Может быть, взаимодействие с конкретной персоной вам позволяет решить вопрос по документам, по финансам. Может быть, это даже, как и личная жизнь. А может быть, это когда-то были отношения. Перевод на новый уровень отношений. Или когда все мы разные. Может быть, и была любовь, у кого-то была семья. Для людей семейных тут тогда семейный какой-то вопрос будет внутри семейный, да, когда нужно увязать и мои планы, и, может быть, то, что там домочадцы думают, я этого тоже не исключаю. Но здесь ведь может быть и такая конфигурация, когда, да, уже по отношениям, по чувствам как бы все понятно, но теперь есть интерес чисто финансовый, чисто меркантильный. Мы все разные. И значит, как и согласование или какие-то контакты. Но здесь я вижу, знаете, все же даже такой вот конфуз. Когда тот человек, который вам, не внушает доверия, вот пусть это один-двое, но может проиграться. Так вот конкретная персона, которому вы, может быть, какое-то время верили, а потом поняли, да, как прозрели, что нет, человек зациклен на своих делах, заботах, это не моя история. Но вот тут именно и у человека что-то может так поменяться, что с новыми какими-то возможностями,
Или новая степень взаимодействия входит в вашу жизнь, и вам придется это и учитывать, но вы там видите выгоду. То есть вот бывает у нас в жизни складываются это вот с элементом новизны. Тут именно что-то для вас неожиданно. Может это быть даже как известие, то известие, которое вас заставит, ну, как, знаете, мы словно опешили, и на какой-то момент, как в каком-то безвременье находимся, да, и вот надо проанализировать. Тут нельзя сразу согласиться или отказаться. Вот такой будет у вас выбор. А именно мы больше просчитываем. А вообще, какие плюсы для меня, какие минусы. Может быть, и буквально что-то вы будете как-то здесь планом составлять на бумаге. Тут именно ваш рационализм будет нужен. И это будет касаться какого-то важного выбора. Важное событие. Чем именно запомнится лето вам, как по судьбе. И 2 числа. 9:36, если мы сложим, да? А это время перемен, судьбоносных перемен, хочется сказать. Вот у вас действительно то, что вы раньше не намеревались сделать, здесь как судьба даст такую, ну, лазейку, что ли, которую, может быть, так поначалу даже мы и не видим. Но есть тут у нас и еще 6 треф. Это как шестерка жезлов. Есть и победа. И, в принципе, число 9 и 6. Почему я говорю вот 9 само по себе, как вибрирующее число? Потому что может быть и победа, но эта победа, она будет зависеть от вашего выбора, а выбор по судьбе. Это про что? Все-таки мне хочется уточнить, о чем это нам карты? Что за важное событие не оставит вас равнодушным? С кем, с чем? А какое-то предложение будет у вас от человека. Букет, как подарок. Подарок возможности, вот, пожалуйста, вам 9. То есть, опять же, это та возможность, которая близка к победе. Но это что-то неоднозначно. Это ни разу не о том, чтобы замечтаться, довериться. Нет, а рассмотреть как вариант. То есть вот 6 присутствует. Но пока это вот так, 50 на 50. Хотя именно этот букет Чаромаркетти изобразил, говоря о личной жизни. Так вот, соответствует даме пик. И это какой-то наш план, который мы просчитали прежде. Это не план. Так не пойдет. Придется идти по ситуации. И еще одна карта, которая нам говорит, да, это то, что вам хорошо знакомо. Важное событие, которое вам, ну, как взаимосвязь больше, либо с человеком, либо какая-то прежняя история, ваш план, который вам придется переделать. Переделать, но не отказаться. И лилии, ну, вообще тут калы изображены, но карта лилия в колоде Ленорман классической. И это карта холода, где-то чувств, мои дорогие. Холодной головы. Это не про страсть, это про надежные договоренности, когда мы хотим их получить, мы хотим. И вот живые есть цветы, а есть и на витраже точно такой же букет. Витраж – это как какая-то прежняя история, которая уже сложилась. Может быть, даже если что-то сложилось со знаком минус, вам судьба сама возвращает, чтобы вы что-то переиграли, переделали себе с большим плюсом. И это может касаться, пусть это даже личная жизнь, у кого-то работа или какое-то предложение такое, которое приятное, радостное. То есть вас точно это будет вдохновлять. Но вот так по-разумному придется подойти, потому что это будет еще одновременно составление какого-то документа. Это как мы что-то подписываем. Ну, может быть, и другая сторона подписывает договор, у кого-то брачный, у кого-то по работе договор, у кого-то, ну, может быть, даже то, что присутствует как онлайн, да, мы будем говорить, с какими-нибудь цифровыми подписями. Ну, все-таки цифровая эпоха. Но здесь может быть еще и сама бумага как получение чего-то очень важного, важного документа. И получение не так, как вы это планировали, а каким-то другим образом. И, конечно, тут не игнорировать этого нельзя. Тут есть ваш именно, опять же, интерес. Следующая карта. Так что же там прояснится? А вот на длительную дистанцию вы будете что-то прояснять. Карта звезда. Это тот план, та мечта, которая не буквально сразу, ну вот она и развилка. Удивительно. Это та мечта, которая, да, мы как к ней шли, дошли, да, вот как у Данте, земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правильный путь во тьме долины. Вот мы утратили словно
проделали какую-то работу, и мы останавливаемся, потому что понимаем, лестница прямо не идет. Либо направо, либо налево. Вот эта жизненная развилка, она у вас и будет прояснена. Где-то все то, что я уже говорила. Просто у каждого в своей сфере жизни. Но где-то карта, смотрите, тут две уже карты, соответствуют бубнам. Дама, бубен, и здесь валет бубен. Конечно, карта коса, ну тут серп изображен. С одной стороны, это сбор урожая, то есть получение денег. Мы уже с вами об этом говорили. А вот что будет дальше? Какая траектория получения денег? Или у кого-то хранение? Может быть, хранили в одном банке, а Уран в Близнецах, ваша планета-управитель. И это какая-то вообще, может быть, история связана с приходом денег, которые будут приходить новым образом. Или когда вы по-другому будете зарабатывать. Да, это вот вы определяетесь только. Может быть, все же получение урожая, как деньги есть, но они вам понадобятся, потому что на кону какой-то выбор. И где-то коса, хоть это и сбор урожая, но одновременно это еще и острие, как будто не поранится. Вот какая-то сложная тема, она будет у вас, вам, как дана, в новом качестве решения. Но вы к этому можете быть не готовы, мои дорогие. Ну, давайте еще на колоде Таро. Так что же там прояснится? Денежная сфера, да, я допускаю. Но все же, пусть скажет, что прояснится в течение лета. Вот я часто говорю по этой карте, пора сворачивать. Почему? Потому что пажи вестники, да, тут может быть как и информация, как и документ, но и вести. Может быть, это в средствах массовой информации. Вот если все в один узор соединить, и ваше желание, вашу мечту, ваш какой-то план, и ту обстановку, на которую мы не влияем, но уже где-то понимаем, вот это мы не изменим. Поэтому придется как-то, ну, приспосабливаться, адаптироваться. Вот я такое не исключаю. Но и мы понимаем в то же время, значит, нет смысла упорствовать в каком-то деле, нет смысла, может быть, даже что-то продолжать, а именно что-то рассмотреть с позиции новизны, какого-то альтернативного метода. И вам во благо, потому что меч, он как будто нам показывает направление в руках пажа. И вот два голубя говорят, что да, это что-то совершенно кардинально новое. И Паш у нас тут такой, я надеюсь, это видно, очень целеустремленный молодой человек и очень самоуверенный. Есть такое, знаете, как острота. Может быть, это даже та новость, которая такая вот колючая немножко, да? Но это мы, словно пройдя до половины, вот представьте, я часто по этой карте говорю, представьте, что вы идете по сумеречному лесу. И вроде тропинка вам знакома, ходили вы там ни разу. Но не освещается, кроме как вот именно лунная дорожка, да, такая, не освещается эта тропинка. И вы идете спокойно и думаете о чем-то своем, и вдруг какой-то момент вы понимаете, да нет, пора сворачивать. Почему я так называю эту карту? Ну, это такая ассоциация, может быть, принимайте или не принимайте этого, решать уже вам. Но вот такая вот либо новость, да, иногда это может быть связано для кого-то как новость от ваших детей, потому что пажи, но все же это может быть и как юридическая новость, потому что мечи – это интеллект, или как ваше озарение. Видимо, просто у каждого в своей сфере жизни. Что же еще прояснится? Ну да, тут что-то вами будет переделано. Вы как перекроить можете, перестроить, переложить на новые рельсы. Может быть, кому-то из вас потребуется консультация узкого специалиста, тоже проходит по этой карте. Ну и ваши, конечно, энергии, ваш, мои дорогие водолеи, интеллект. Но для кого-то консультация юриста, консультация адвоката. Иногда проходят люди в погонах или врачи. Поэтому для какой-то более далекой дороги или для более далекого исполнения даже желания какой-то траектории вам сейчас на берегу в течение лета придется решать вопросы, которые действительно могут быть связаны как и с выбором вашего направления, так и одновременно с юридическими какими-то согласованиями. Что внезапно, что неожиданно, кто или что появится неожиданно. Но вот какой-то 11, да, мы говорим, нумерология. 1 и 1, два человека, две персоны. Это как метла и плеть. Плеть символизирует то, что мы как будто вынуждены себя заставить рассмотреть какой-то вопрос.
Ну и метла, когда мы избавляемся от мусора, может быть, такого ментального мусора. Ну, для кого-то это могут быть вопросы, правда, дома, когда вы что-то там будете улучшать. Может быть, к этому будут предпосылки. У кого-то может быть отказ сам по себе от первоначального плана. Ну, давайте узнаем, что или кто появится неожиданно. Но для вас это неожиданно. Тоже где-то граничит с выбором, когда непонятно, в какую сторону идти. Непонятно, в какую сторону ключ этот поворачивать. Опять же, нам снова говорят по жезлов какая-то информация, которая вот к вам поступает неожиданно, стремительно. Но есть ваши, посмотрите, праздник после победы. И у кого-то, да, вопросы дома, место пребывания. Вопросы, может быть, даже какого-то маршрута, да, потому что, ну, у каждого свои задачи. Выбор. Здесь может быть такой даже, знаете, какой выбор? Внезапно, неожиданно. Вам, возможно, хочется определиться и на более далекий период жизни, да, вот тут нам ведь выпадала карта звезды. Но приготовьтесь, мои дорогие водолеи, что у вас может быть промежуточный вариант. Именно промежуточный, потому что так складываются новости, обстоятельства вокруг вас или обстоятельства в жизни конкретных людей. Но вам это тогда помогает. То есть сразу какую-то догму перед собой не ставить, это точно. Быть гибче, по сути дела. Ваш знак олицетворяет интеллект, поэтому, мои дорогие, тут самое главное, чтобы была лазейка или был какой-то выход, а у вас как раз он и есть. Но тут как судьба вам помогает, словно толкая в спину. А вот, кстати, у нас Марс в Тельце. И такая конфигурация Марса, она нас заставляет быть более продуманными. Вот именно продуманными. Одно дело это, знаете, вот мы хотим что-то, да, такое экзальтированное, может быть, и очень приятное. А проза жизни диктует свои правила. Вот, видимо, между желанием и прозой жизни вы будете принимать мудрые решения. Вы себя поблагодарите, мои дорогие водолеи, за это. Что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь? Какая-то дружба, какой-то контакт. Контакт тут я больше вижу, это больше связано с человеком. Может быть, это опять же личная история. Ну, где-то я говорила, у кого-то даже пересмотреть. У кого-то, возможно, как примирение пойдет. Или какие-то важные договоренности, интересные двум персонам, двум как будто сторонам. Собачка– это друг, милое животное, и посмотрите, он держит в зубах поводок. Как будто нет этого поводка и ошейника на самой собачке, милом песике. Как будто нет каких-то обязательств, нет жестких догм, рамок. Вот это что изменит ваши планы? Да, здесь может быть изменение в планах конкретной персоны. Но точно так же мы можем по-другому транслировать. В зубах все-таки держит этот поводок, да? Наша собачка, и это вам будет как предложен какой-то один вариант, на что согласен человек. Или что, в принципе, может быть, даже и по работе, может быть, контактное лицо, что вам может предложить, исходя из того, в каких ресурсах находится данный человек. И у нас ваш выбор, и одновременно ваши перемены будут от этого зависеть. Вы где-то, ну вот как минимум один человек, мои дорогие, у кого-то и два. Может быть, это и вопросы работы, и вопросы личной жизни. Но вот как все вибрирует. И вам где-то нужно вот узким фарватером соединить, может быть, разные даже сферы жизни. И вы будете очень целеустремлены. И от того, как вы сумеете, опять же, адаптироваться и договориться совершенно в новом эквиваленте, в новом качестве жизни, меняются и ваши планы, и мне хочется добавить буквально к добру. Давайте я достану еще одну карту. Что изменит ваши планы? Неожиданное известие. Вот новостей, видимо, у вас будет много. Причем таких вестей, которые, знаете, нельзя сказать, я буду думать об этом завтра, потому что это карта скорости. Здесь у нас тоже карта, которая символизирует плеть. Ну, то есть вот сейчас мы должны себя заставить, не когда-то там потом, абстрактно. Но и карта говорит, будь готов к неожиданностям, которые ты будешь слышать, водолей, именно от людей. И тебе придется учесть эту информацию и как-то перекладывать на свои возможности или на свои планы. Карта совет. Хитрее будь. Ну что ты тут еще скажешь? Будь хитрее, потому что, может быть, и люди действуют в своих интересах.
Но мы уже с вами не раз сказали, что ваши интересы будут совпадать с интересами другого человека, но это не совсем как было раньше. Или не совсем, как вы это, в принципе, предполагали. Перемены, мои дорогие. Что это такое? К чему приготовиться? Будут какие-то препятствия. И это не значит, что это препятствие навсегда. Тут сама по себе гора будет говорить о том, что меняй направление. Но как минимум рассмотреть взаимодействие с конкретным человеком вам придется. И это все-таки, что это будет продолжаться? Вопросы дома, вопросы благополучия, вашего места пребывания, проживания или то, что вы планируете. Безусловно, контакты. Точно так же эта карта Аэста, конечно, очень добрая карта, которая заново подтверждает, что, есть, мои дорогие водолеи, в вашей жизни тот человек, который будет принимать активное участие в ней, или даже это пусть участие как взаимодействие, да, значит, есть ваш интерес. Но это может быть когда же вы задумаете какой-то план, который, может быть, на начало лета вы вообще где-то не предполагаете, а вам придется рассматривать те варианты для вашего благополучия или для какой-то очень важной встречи, осуществления вашего какого-то плана. И тогда карты говорят, правда, будьте гибче. Потому что, знаете, это как что-то вибрирует в пространстве. Пространство преломляется. И с одной стороны, для нас это как какая-то, может быть, мечта или задумка, которую мы мечтали о ней, да, или мы хотели это осуществить раньше, но дело как-то не шло, не двигалось с мертвой точки. Так вот тут мертвая точка, как мертвая петля какая-то, она вами будет пройдена, но действовать придется как-то иначе. Будьте к этому готовы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю вас за вашу помощь, поддержку моего творчества, за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал и ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Пусть у вас все получится.